Здравствуйте, друзья! С вами канал Дом и Сад и я, Александра Миллер. В этом видео актуальная тема для садоводов и огородников – посадка капусты в открытый грунт. Помните поговорку «в огороде густо выросла капуста»? Статистика посчитала, что капуста занимает примерно четверть нашего рациона. Это очень ценный и полезный овощ. Вы выращиваете капусту на своем приусадебном участке? Здесь я поделюсь своим опытом, как правильно высаживать капусту в грунт, поговорим о выращивании капусты из рассады и из семян на огороде в открытом грунте. Также, я думаю, вам будет интересно узнать, как правильно высаживать рассаду капусты, когда нужно высаживать капусту в грунт, как посадить капусту семенами и чем обработать капусту перед посадкой. И сразу вопрос на засыпку. А вы знали, что почти все виды капусты – это двухлетние растения? Да-да, это, как говорят в Украине, щира правда. Как называется плод капусты огородной? В обиходе мы его называем капустная головка. А знаете ли вы, что эта капустная головка, которую мы используем для салатов, борщей, щей и голубцов, не что иное, как цветочная почка, которая формируется в первый год вегетации капусты? В капустной головке, большой цветочной почке, откладываются все питательные вещества, которые затем уже на второй год потребуются растению в период цветения и образования плодов, маленьких капустных семян, которые мы и высеиваем на рассаду. Лишь только брокколи, пекинская цветная капуста – это однолетние растения из семейства капустных. Они зацветают уже в первый год вегетации. Где обитает капуста кочанная? Капуста пришла к нам на огороды со Средиземноморья, а пекинская из Китая. Как правильно вырастить капусту? Капуста любит холод. Это холодолюбивый и одновременно солнечнолюбивый овощ. Поэтому нужно соблюдать некоторые требования относительно ее условий выращивания. В тени она растет плохо и головки не завязывает. Семена капусты начинают прорастать уже при температуре плюс 4, плюс 5 градусов Цельсия. В такую прохладную весну, как в этом году, когда температура днем в наших широтах держится в пределах 10-11 градусов, всходы семян капусты при посеве появятся примерно на 12-й день. Но как только солнышко пригреет до плюс 20, на 3-4 день после посева вы уже увидите первые проклюнувшиеся маленькие капустки. Когда высаживать рассаду капусты в открытый грунт? Оптимальная температура для выращивания капусты 15-18 градусов Цельсия, поэтому капусту в открытый грунт надо сажать пораньше, чтобы жара ее не гнобила. Если вы вырастили рассаду капусты или приобрели ее на рынке, постарайтесь высадить в открытый грунт пока прохладно и не волнуйтесь по поводу возвратных заморозков. Закаленная рассада капусты может выдержать краткосрочное понижение температуры до минус 4 градусов. Как отличить закаленную рассаду от незакаленной? Незакаленная капустная рассада имеет серебристо-зеленый цвет. Она очень нежная на ощупь и влажная. Закаленная рассада капусты имеет синевато-фиолетовые корешки и нижние части листьев. Она более жесткая на ощупь, листья более плотные. Сроки высадки рассады ранней капусты в грунт в центральных районах Европы во 2-3 декаде апреля, как только исчезнет угроза возврата заморозков ниже минус 2-5 градусов Цельсия. Если хотите подстраховаться, стоит предусмотреть возможность укрытия агроволокном или пленкой от заморозков. В этом году в моем арсенале капустной рассады несколько видов. Ранняя белокочанная капуста, пекинская капуста, цветная капуста, несколько сортов поздней белокочанной капусты. Раннюю белокочанную и пекинскую капусту я высаживала на рассаду на подоконнике в середине марта. Цветную среднераннюю капусту тоже готовила к посадке рассадным способом, но посеяла семена на безгоршечную рассаду несколько позже, в конце апреля. А вот поздние сорта капусты я высеяла в холодный парник, под пленку, в начале мая. И вот посмотрите, она уже готова к посадке, красивая, крепкая, можно высаживать в грунт. Первым делом в почву весной рассаживают, конечно же, раннюю капусту, как белокочанную, так и пекинскую. Происходит это в разных районах в разное время, с конца марта и до конца апреля, как только минует угроза возвратных заморозков. После ранней капусты обычно на том же участке высаживают позднюю, в конце мая, начале июня, но, к сожалению, не в этом году. Очень холодная весна заставила и раннюю, и позднюю капусту высаживать практически одновременно, с разрывом всего в 2 недели.
При обычных условиях позднюю капусту в Центральной Европе следует высаживать примерно в конце мая-начале июня. Среднеспелые сорта капусты высаживаются уже после посадки поздних, но не позднее 5-10 июня. Рассаду ранней капусты не стоит передерживать. Максимальный срок, за который эта рассада уже готова к посадке в открытый грунт – 35-40 дней после посева семян на рассаду. Схема посадки капусты. Ранняя – 60 на 30 см. 60 – расстояние между рядами, 30 – расстояние между растениями. Поздняя капуста сажается по схеме 60 на 60 или 70 на 50. При посадке рассады капусты в грунт следите за тем, чтобы точка роста, внутренняя розеточка, не присыпалась землей. Высаживайте капусту в грунт под первый листок на 2-3 см ниже, чем растение росло в рассаднике. Лучше всего высаживать рассаду в открытый грунт во второй половине дня или вечером, когда солнце уже не активно. Капуста – овощ на 90% состоящий из воды. В жаркий и солнечный день рассада моментально вянет, листья теряют тургор, растение испытывает серьезный стресс. Какие места посадки любит капуста? Лучшие капустные грядки на заплавных грунтах с большим содержанием торфа. Капуста любит влагу, регулярный полив, солнце и прохладу. Она довольно требовательна к плодородию почвы, а это значит, что азота в почве для формования капустных головок должно быть достаточно. Что положить в лунку при посадке капусты в открытый грунт? Конечно, лучше позаботиться о подготовке почвы под посадку капусты заранее. Самое качественное удобрение – это органика. Норма внесения при возделывании почвы – 4-6 кг перегноя на 1 квадратный метр площади. Делать это надо осенью. Весной, если вы в период осенних огородных работ вносили органику, перед посадкой за 3-5 дней взрыхлите грунт и внесите еще полное минеральное удобрение. Что такое полное минеральное удобрение? Оно содержит 3 ключевых макроэлемента – азот, фосфор и калий. Такие удобрения обычно распознаются и определяются соотношением НПК, указанным на этикетке, которое может быть и равным 1 к 1 и различаться. Норма внесения удобрения на определенное количество площади обычно указана на упаковке удобрения. Но если грунт бедный, вы его осенью органикой не баловали, то придется вносить питательные вещества перед посадкой капусты. Что положить в лунку при посадке капустной рассады? Капуста как овощ потребляет азота в 2-3 раза больше, чем фосфора, поэтому для нее особенно полезны органические удобрения – навоз, перегной, компост и куриный помет. В каждую лунку положите горсть перегноя или компоста, или стакан золы. Смешайте с плодородным грунтом, обильно полейте и можете высаживать рассаду в открытый грунт. Чем обработать капусту перед посадкой? Перед посадкой рассады я обычно обмакиваю корни капусты в глиняную болтушку для улучшения приживаемости и снижения повреждений вредителями. В болтушку добавляю на кончике ножа инсектицид, обычно это Актара швейцарской фирмы Сингента. Он помогает защитить корни капустной рассады от подъедания личинками майского жука, медведки, проволочника, долгоносика и капустного жука. После посадки следите за увлажненностью грунта. Поливайте рассаду утром и вечером, чтобы сберечь тургор листьев. Теперь поговорим о посадке капусты семенами. Как посадить капусту семенами? Когда сажать капусту семенами в грунт? Посадка капусты семенами – это так называемый безрассадный способ посадки. Это отличная идея посадки капусты, если вы хотите вырастить на своей грядке среднеспелые и позднеспелые сорта. Лучшее время для посева капусты безрассадным способом – вторая половина апреля, начало мая. В общем, время, когда начинается посадка картофеля. Выберите место для посадки, сделайте неглубокие лунки, в каждую лунку положите 2-3 семечки капусты, полейте теплой водой.
При таком способе посадки капуста формирует сильную корневую систему. Стержневой корень проникает в грунт на глубину до 1,5 метров, потому что растение остается на одном месте практически весь вегетационный период. Что еще важно при посадке капусты семенами? Чем обработать капусту после первых всходов и после посадки в открытый грунт молодых растений? После появления всходов обязательно обработайте нежные молодые растения препаратами против крестоцветной бложки. Если вы опоздаете на день-два, всходы просто погибнут. Та же печальная участь, если погода достаточно жаркая, ждет и молодую капустную рассаду, которую вы высадили в открытый грунт. Поэтому обработка от бложки и тли очень важна. И напоследок, как всегда, маленькая подсказка. От излишнего испарения влаги капусту в жаркие дни может уберечь белый укрывной материал. Соорудите металлические арочные конструкции по типу парника и укройте высаженную капусту агротканью, которая несколько задерживает агрессивный солнечный свет, спанбондом или лутросилом. Понаблюдайте, насколько растению понравится ваша забота. Хорошего урожая! И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей его увидели. Может, им тоже актуальны некоторые советы по посадке капусты. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!